Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Догорает весна и становится жарче, и эту всю жару будем в прямом и переносном смысле, политическом, военном, общественном, будем обсуждать с Юлией Латыниной на прямой связи, в прямом эфире. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо, что уже поставили лайк, подписывайтесь, не забывайте, и, конечно, ждем активного вашего участия и сопричастия к тому, что будем сегодня обсуждать, и, собственно, какие горизонты пытаться увидеть, может быть, новые какие-то. Значит, вопросы свои оставляйте в клубе зрителей Шелест, это можно сделать, в сообществе YouTube, конечно же, да, анонс нашей встречи, и в чате трансляции тоже пишите, но в чате пишите, пожалуйста, в самом конце, пообщаемся с вами. Как всегда, у нас будет такой спорт ответов на вопросов. Насколько он будет спортом, посмотрим, зависит от вопросов. Но для вас опрос в начале. В чате трансляции есть вот такой, собственно, замечательный вопрос. А кто первый упадет? И варианты ответов. Трамп, Зеленский, Путин, Лукашенко. 4 варианта, их может, конечно, быть больше, они могут, собственно, вызывать удивление, но на самом деле Зеленский выглядит, многие, кстати, в шоке от этого и признают какой-то, правда, неваляшкой. Ну, вроде уже все, вроде уже подступили к самому-самому непосредственно Вове из династии. Уже все, и Зеленская на пленках говорят, и все уже, все утверждается. Но все равно выкручивается, выворачивается, и получаем что? Новый виток эскалации. Отвечая и с этого, если начиная наш с вами разговор, из приведенных вариантов, а кто первый упадет, Юля? Это невозможно предугадать, но я думаю, что два наибольших кандидата на вылет – это Трамп и Зеленский. Трамп, потому что так, это на самом деле хорошо, потому что я думаю, что он сильно мурчал в микрофон. Во-первых, кандидаты Трамп и Зеленский по той простой причине, что Трамп – это президент, который автоматически не будет избран на следующий срок. Значит, собственно, вся стратегия Зеленского заключается в том, чтобы дождаться нового витка, дождаться демократов и дождаться помощи. Но и позиция Зеленского выглядит наиболее слабой. И мне, конечно, кажется, что одна из, собственно, одна из стратегий Путина в этой войне – это не проводить мобилизацию, не перенапрягать Россию. Это очень правильно. А просто ждать, пока что-то очень существенно изменится. Ну, например, скажем, или в Западной Европе, где будут приходить к власти правые правительства и, соответственно, будет сокращаться поддержка Украины, или будут развиваться неконтролируемые процессы в самой Украине под давлением как фронта, так и того, что происходит в ТУ, а главное, под давлением коррупционных скандалов. И, собственно, вся стратегия Путина сейчас в достаточной степени построена на том, что в Украине что-то при определенных условиях может случиться. Ну, все же видят, что и ждут, что что-то случится в России, да? Удары очередные по нефтеперерабатывающим заводам. Уже даже, кстати, все забыли об эффекте привыкания, понимаете? То есть раз и как бы и привыкли. И новым каким-то эпизодом, новым путем расширения, да, своей нужности, важности, соучастия и новым крючком для Запада у Зеленского становится тема Беларуси внезапно. Сейчас очень много об этом говорят. Как вы думаете, война остановится на белорусском вокзале, имея в виду не в Москве, тот который, а в буквальном смысле этого слова? Ну, слушайте, я думаю, что история с Беларусью – это в чистом виде пиар Зеленского, это в чистом виде эффект тысячи говорящих голов. Это как раз когда вы пробавляетесь какими-то пустыми, когда вы все потребляете как героин вот эти вот пустые новости о том, что там завтра режим Путина падет, завтра томагавки дадут и еще что-то в этом роде, то вам всегда нужно более и большие дозы, потому что вот чем настоящие новости отличаются от пустых, я всегда говорю. Настоящие новости, их эффект чувствуется годами. Вот Мендичгейт – это настоящая новость. Эффект со временем будет только усиливаться. Он неотменим, и он сделает какие-то коренные перемены. А когда он в очередной раз заявляет, что там завтра Трамп даст томагавки,
то эффект проходит на следующий день, и там на следующий день никто уже не помнит, что по этому поводу говорил Зеленский. Значит, все время надо догоняться большими и большими дозами, все время генерить новые новостные поводы, чтобы никто не помнил, а что, собственно, вот ты неделю назад говорил, и тоже там что-то обещал, и говорил, что вот за углом, а за углом теперь совсем другое. Это мой анализ ситуации. Кроме того, я обращаю внимание, если говорить по существу, обращаю внимание на две кардинальные вещи. Первое. Вступит или не вступит Беларусь в войну, зависит прежде всего от Александра Лукашенко. Нельзя вступить Беларусь в войну без Александра Лукашенко. А Лукашенко, который, не вступил в войну в начале, не вступил в войну тогда, когда Россия была гораздо более сильна, чем сейчас, и, наоборот, использовал эту войну максимально комфортно для себя, он эксплуатировал все стороны и получал плюшки ото всех сторон. Вот некоторые китайские пираты в XIV веке, когда разбойники боролись с династиями, переходили на сторону то одного, то другого претендента и постепенно взбирались все выше и выше. Вот Лукашенко делает то же самое, и это очень мудрая тактика. И совершенно непонятно, зачем ему надо зачем-то становиться на сторону России, когда именно взбираясь по этой лесенке и говоря, каждый раз приходя, говорит, вот слушай, а вот Россия мне предлагает ядерное оружие. Товарищ Трамп, а что ты предложишь мне? А я тебе предложу снятие санкций, говорит Трамп. Трамп снимает санкции, после этого Лукашенко приходит к Путину и говорит, слушай, Трамп снимает с меня санкции, а чего ты предложишь мне? Еще раз повторяю, это очень умная политика, и совершенно непонятно, почему Лукашенко вдруг от нее откажется. А вторая очевидная вещь заключается в том, что все эти слухи пошли после того, как Зеленский пригласил в Киев Тихановскую, что просто даже смешно, да, то есть вы приглашаете какого-то захудалого Отто Кусинина, которого уже выпнули из Литвы, потому что даже литовцы поняли, что бесполезно те маленькие деньги, которые они на нее тратили, на нее тратить. Официальный предлог было, она нам стоит $1 миллион в год. Александр, $1 миллион, да? Литовцы сказали официально, там что слишком дорого тратить $1 миллион на охрану этого прекрасного человека. Понятно, что сейчас Тихановской надо где-то искать деньги. У USAID накрылся. USAID накрылся, напомним, окончательно как раз в декабре прошлого года, в связи с чем все находившиеся на его содержании, включая белорусскую и российскую оппозицию, собственно, сцепились между собой, так что летит пыль. И вот в этих условиях Зеленский, который, обратим раньше внимание, там, Тихановскую в грош не ставил. Там же были еще свои доморощенные революционеры, свои доморощенные от Кусинина из полка Калиновского. Это были типа настоящие. Вот мы тут сменим Лукашенко Калиновским, а не полком Калиновского, а не какой-то там Тихановской. И вот это очень смешная история, когда Тихановская приезжает в Беларусь, и это выглядит откровенной провокацией Лукашенко. В Украину, да, приезжает. Ой, простите, ради бога, да. Приезжает в Украину, и это... Простите, ее кто пригласил в Украину? Очевидно, что ровно та сторона, которая приглашает Тихановскую и бросает тем самым открытое оскорбление Лукашенко, надеется нарваться на какие-то ответные меры. Не думаю, что нарвется. Так а зачем Зеленскому Беларусь? Нет, Зеленскому Беларусь... Я еще раз повторяю, я рассматриваю всю эту историю исключительно с точки зрения пиара. Я не считаю, что просто имеет смысл обсуждать глубинные стратегические последствия. Нет, подождите, стойте. Мы объективно видим запрос от российского общества что-то решать. Задолбали, говорят, все больше и больше народу россияне, своему руководству. Мол, сколько можно. Ситуация, которая, она ведь, я это говорил тоже, и в эфирах с кем-то, и в шуме, я говорил, что вот этот Старобельск, это как бы точка перезапуска, пересборки эмоциональной войны, да, вот как это, вот это стало какой-то такой, не знаю, чертой, после которой война поменяется. Что мы увидели после этой черты? Мы увидели эскалацию, да, мы увидели удар по Киеву, Орешник мы увидели. Но раньше после Киева не били, по Киеву не били. Нет, подождите, удар по Киеву особенный был. Все-таки все признают, что это был достаточно мощный удар. Тут, конечно, можно спорить, если там буквоедством заниматься и анализировать. ПВО-то нет, сгулькин нос.
И взять его негде, объективно негде, в товарном количестве. И поэтому такие удары, в принципе, они вот видели Киев в огне и в дыму, хотя все показывали то разрушенный гараж от Орешника, то Лукьяновский рынок, который сожгли, и на этом строят дальнейшую пропаганду. Но это все как бы отправная точка вот этого всего был как раз-таки удар дронами по Старобельскому общежитию, по техникуму. И, соответственно, Зеленский, ну вот, он понимает, что, отвечая на запрос, лучшее удовлетворение для вот этих патриотов, людей, которые требуют от власти жестких решений российской, это что-то сделать с Киевом. Не просто его разрушить, а взять, провести что-то новое. А что-то новое можно провести как раз-таки из Беларуси. Это самый короткий путь. Смотрите, мы про Беларусь или мы про Киев? Мы сейчас давайте Это закончим, две разные темы, давайте закончим с закончим с Беларусью. Беларусью, потому что Да. Беларусь это очень, ну, это короткая дорога к Киеву, все это прекрасно понимают. Да, чисто теоретически можно сказать, что в связи с распадом Советского Союза, вернее, с распадом исторической Российской империи, там, всех земель, которые Россия собирала 300 лет, которые нам сделали большевики и которые нам потом подарил Ельцин, Россия стратегически, конечно, сейчас находится в неприятной ситуации, когда та территория, я имею в виду территория Беларуси, которая раньше составляла территорию государства российского, и, соответственно, с нее можно было действовать дополнительно, находится в ведении автономного, ну, очень слабо зависимого от России вассала, с интересами которого надо считаться. И, конечно, России было бы очень приятно, теоретически, если бы с самого начала можно было использовать белорусские войска, использовать белорусскую территорию, тогда Киев находился бы в гораздо более уязвимой позиции, и стратегическая позиция была другая. Но это сферический конь в вакууме, потому что ситуация такая, какая она есть. И, как я уже сказала, с учетом того, что Лукашенко не вступил в войну на протяжении всего этого времени, и мастерски, абсолютно мастерски, я снимаю шляпу, использовал вот эту вот ситуацию для торговли, возможности довести возможности сделать так, чтобы российские войска, или тем более белорусские войска атаковали с территории Беларуси, просто не имеется. А если на Лукашенко пережать, ну, то есть сказать, мы тебе голову отвернем, то это будет иметь ровно противоположный эффект и гораздо лучше обеим сторонам, как сейчас играть в кошки-мышки. Значит, соответственно, каковы бы ни были преимущества России от того, что можно было бы ударять с территории Беларуси, но можно сказать, что вот еще были бы преимущества России, если бы, я не знаю, Грузия и Армения объединились с Россией. Ну, понятно, что это в ближайшее время не произойдет. Мало ли, чего вы хотите. Спасибо Ельцину, спасибо большевикам. Соответственно, дальше идет речь только о том, зачем возникла тема Беларуси. Как я уже сказала, с Мгм. моей точки зрения, она возникла чисто из пиара. Частично этот пиар обоснован тем, что Зеленский пытается сделать так, чтобы мы обсуждали не Мендичгейт, а что-то другое, там, хоть его письмо Трампу про ПВО, хоть вообще что угодно. Вот хвост собаки Алкивиада, только не Мендичгейт. А частично, как ни странно, это просто связано с тем, что, как я уже сказала, когда вы потребляете героиновый, тяжелый героиновый пиар-контент в больших количествах, вы все время вынуждены увеличивать дозы. Мгм. Но угроза-то Киеву реально после Старобельска? Насколько соизмеримо вот то, что сейчас происходит? Сегодня Зеленский, вот мы в прямом эфире, он там час назад опять пишет, что вот массированный обстрел, и все примерно так и прикидывают, если так сегодня пятница, ну вот так вот раз в недельку будут систематически бить по Киеву, там с посольствами вчерашний вот этот вот полускандал, полунедопонимание, кто уехал, кто остался, но вроде как все остались, то есть не верят, получается, в эти удары. Смотрите, вот вы сказали очень важную фразу: «Будут бить по Киеву после Старобельска». И мне кажется, что большинство людей упустили стратегическое значение того, что случилось. Потому что я очень внимательно смотрела, как западные СМИ реагировали на удары по Киеву.
Мгм. Они реагировали ровно так же, как вы, западные СМИ, не российские, обращаю ваше внимание, а CNN, Washington Post, The New York Times. Они все писали, естественно, дежурные, ужасно, страшно, значит, страдают гражданские. А дальше они писали, что это, практически прямым текстом, что это возмездие за Старобельск. А это очень важный момент, потому что я не хочу сказать, что... То есть нарратив формируется на Западе такой, что, дескать, ну, это вот эти вот варвары разбираются между собой, вот тут вот Украина ударила по школе, Украина убила детей, значит, в ответ прилетела. Это не значит, что... Это значит, грубо говоря, что Украине не дадут ПВО. И с моей точки Не зрения, дадут. не дадут ПВО, особенно в достаточных количествах. И вот вся история, которая происходит на наших глазах, она имеет отношение отнюдь не к Старобельску. Потому что понятно, что Россия в ситуации, когда на фронте мертвый штиль, когда килзона расширилась минимум до 50 километров, и в ближайшие несколько месяцев совершенно точно ничего сделать нельзя, России очень выгодно использовать свое действительно серьезное преимущество в том, что касается крупных ракетных ударов и дронов, которые могут бить на большое расстояние и приносить существенный ущерб по украинской инфраструктуре. А при одном условии, если у Украины не будет ПВО, если ей не будут давать западные союзники ПВО, и это очень хорошо будет демонстрировать абсолютно лицемерие Европы, которая платит Зеленскому обложками от журнала «Таймс», но когда речь доходит до ПВО, она говорит: "Ой, ребята, мы с вами сердцем, но вот не дадим". И вот этот стратегический момент, конечно, Путин прочитал очень точно, потому что, с моей точки зрения, конечно, эти удары готовились гораздо раньше. Эти удары имеют характер стратегической военной необходимости. А эти удары обнажают, грубо говоря, слабость и гнилость Запада. Это первое, что они, так сказать, просто в глазах украинцев: ребят, вы нас туда завели, в это болото, как Сусанин, и бросили. И эти удары, соответственно, очень важный индикатор, как к ним отнесется западная пресса. Не в том смысле, что западная пресса что-то решает, а в том, что она жопой чувствует вайбы, которые исходят от правительства. Потому что если правительство действительно хотело бы помогать, то сейчас Нью-Йорк Таймс, CNN и все прочие, и там все прочие западные издания, они, во-первых, это имели на первых полосах, а во-вторых, там просто был бы сплошной ужас, кошмар, кошмар, Старобельск бы никак не упоминался. И когда Путин, когда в Кремле видят, что, о, как, а нифига себе, тут, значит, оказывается, ну, это возмездие со Старобельска, пишет даже CNN. О, значит, можно продолжать дальше. Это маленькая история, которую вот в Старобельске никто не обратил внимания, потому что очень много людей обратили, конечно, внимание, и справедливо обратили внимание, что освещение западной прессы как раз самого Старобельска было достаточно односторонним. Потому что писалось, что, дескать, вот это Путин тут говорит, что погибли подростки, а вот украинцы говорят, что они нанесли удар по штабу Рубикона, а где правда мы не знаем. И это, конечно, выглядело совершенно омерзительно, не говоря уже о там некоторых дипломатах, которые говорили, что типа мы вообще не верим России. И когда вот, значит, это была стандартная история, когда сначала выходит подряд несколько дней материалы о том, что где правда мы не знаем, ну, а потом еще через 3-4-5 дней где-нибудь на там 70-й странице выходит уточнение, что да, похоже, это были подростки, но это уже никого не интересует. И это бросалось в глаза. Но не бросалось в глаза то, что западная пресса абсолютно приняла российское объяснение того, что, дескать, удары по Киеву – это типа возмездие за Старобельск. Она это проглотила вот с line, hook and sinker вместе с Но удочкой. Америку покритиковать не поленились. Она ж не осудила, Америка, удары по Киеву. Представляете? Так вот, а это что значит относительно? А кто должен давать ПВО? Не давать, а продавать. Америка. Да, продавать, да. Нет, Америка, несомненно, будет продавать ПВО, это тут даже не сомневайтесь. Если европейцы будут оплачивать ПВО, она его будет продавать. Что это она его не будет продавать? Китай обеим сторонам все продает, я имею в виду дроны. Продавать святое дело. Но ведь денежки же еще нужны.
А европейцы не хотят платить денежки американцам, не хотят платить денежки кривому Трампу. Они хотели бы заплатить денежки вот своему какому-нибудь Рейнметаллу, а у Рейнметалла еще нет, или оно не такое, или оно слишком дорогое. И вообще европейская бюрократия, она, ну, не так быстро работает и так далее, и так далее. Вот в чем главный расчет сейчас Путина с этими стратегическими атаками, а Старобельск можем обсудить отдельно. Я сейчас обсудим как бы отдельно Старобельск. Меня интересуют сегодняшние залеты дронов в Румынию. Попало в дом, там пострадали люди, загорелась крыша, приграничный город румынский. А, Выходят официальные лица, говорят, 4 минуты, нам не хватило юридических, бюрократических вещей, да, чтобы перехватить. Это все хватает Урсула, давай раскручивать о том, что мы будем защищать наши границы, ну и так далее, и так далее, и так далее. А, Там этого консула, да, консула, кажется, российского, там сделали персоной нон-грата, консул, который в Констанце, Румынии, в общем, собираются НАТО на какой-то совет пообщаться по этому поводу. И это все происходит на как раз-таки на вот этом фоне, о чем вы сказали, да, там дефицита ПВО, которое никак не решит, разве что там письмо на деревню дедушки Трампу, может быть, оно поможет. Но так, а реакция Она не про Европы? дефицит ПВО, она про то, что Трамп плохой. Ну, конечно. Это Алексей Арестович у меня вчера замечательно в эфире сказал, извините, я прям сошлюсь на Арестовича, чё ж я буду чужие мысли себе присваивать. Ну, правильную мысль сказал, но если человек действительно хочет ПВО, а не, простите, обосрать Трампа с ног до головы, ну разве публично президент воюющей страны начинает рассказывать, что, знаете, у меня ПВО нет, и публично обращаться к президенту Америки. И это как раз первый шаг очередного скандала в овальном кабинете. А вот почему, значит, Трамп не дал. Трамп плохой. Нет, так а что делать с ударами, с этим залетом по Румынии? Контекст изменился или остался прежним подобных случаев, которые были за эти 4 с лишним года? Вы знаете, мне стыдно. Я не знаю и думаю, что сейчас еще никто не может точно сказать, что там все-таки, куда они летели, почему они залетели и так далее, и так далее. Но опыт показывает, что такие случайные залеты, они рано или поздно случаются, они случаются не первый, не последний раз. И, конечно, никто из них не будет лезть в бутылку, хотя там, естественно, выскажут языком все необходимые слова. Мгм. А, Тут очень интересный момент, я хотел бы вот как его, собственно, с вами обсудить. Вот момент Старобельска. Я так понимаю, что вы согласны с тем моим утверждением, что Старобельск станет такой медиаточкой, безусловно, трагической, но медиаточкой нового войны по-новому. Но тут очень интересно играет красками другая история. Все-таки Старобельск это территория Украины, да, то есть бывшая территория Украины, которая не принадлежала, хоть и там в Луганской области с 2014 года ЛНР, то есть это как бы после 22 года. Особо боев за эту территорию не было. Несколько раз прилетали там по дроны, понятно, там обстрелы, это было. Но боев, как конкретно за Старобельск, не было, его просто сдали. Они взяли и ушли с этой всей территории Луганской области, как из Херсона, как и так далее. И вот эта трагедия человеческая абсолютно, да, с этими тысячами говорящих голов, которые говорили, да они не дети, они уже там все призывного возраста, им там по 19, по 20 лет, что, а там вообще этот Рубикон, нашли какой-то репортаж, хотя это репортаж не оттуда, потом уже, ну там выяснилось это, но тем не менее, вот смотрите, там дроноводов учили, это все законные цели, другие говорили, что вообще ничего этого не было, то есть это все замусолили и вот это вот, да, в пропаганду окутали вот эту вязкую, тяжелую, жирную такую, несмываемую, неотстирываемую. Но это ведь все-таки украинцы погибли. Ты читаешь список, там украинские фамилии, там это граждане страны Украина, да, хоть и бывшие. И вот тут играет какими-то абсолютно новыми красками вот эта история, когда буквально несколько дней назад выходит Буданов и говорит о том, что, слушайте, а мы должны быть выше, Русь наша, мы должны господствовать над россиянами. И тогда получается, что вот эта трагедия, какая бы она ни была, я имею в виду
пропагандистски. Но это тоже получается вот такой элемент господства. Значит, будем убивать своих, там, не своих, чтобы господствовать. Так выходит. Смотрите, давайте Буданова отдельно, немножко Старобельск отдельно, потому что две очень важные темы, я бы их предпочла разнести. Но вы абсолютно правы, когда вы сказали самую главную вещь, которая отличает от многих других вещей, которые уже происходило страшно. Что эти дети, что эти подростки, у них, они родились в Украине, они родились в государстве Украины, у них украинские паспорта, и мы с 22 года слышим про 90-ю границу 91 года и про необходимость освободить, значит, тех бедных несчастных людей, которые сейчас находятся на юго-востоке Украины под гнетом кровавых российских захватчиков. Потому что все остальное, давайте скажем честно. Первое. В этой войне обе стороны пытаются минимизировать гражданские жертвы. Это просто видно, потому что количество гражданских жертв в этой войне неизмеримо меньше по сравнению с теми гражданскими жертвами, которые мы наблюдаем, ну, даже, допустим, в Америке, в Ираке и в Афганистане. Я напоминаю, что только в Мосуле при осаде в 2016 году американцами погибло 11 тысяч гражданских. Правда, это оценка Associated Press, общая оценка ООН за 4 года войны гибели всех гражданских и на территории России, и на территории Украины, включая Донецк и Луганск со стороны России, это около 15 тысяч человек, из них около 30 тысяч на российской стороне, включая, естественно, Донецк и Луганск. Как это не цинично звучит, вот это цифры, ну, еще раз повторюсь, сравним с одним Мосулом. Это первое. Второе обстоятельство, это значит, что обе стороны действительно пытаются минимизировать гражданские жертвы. Второе, что мы видим, что каждый раз, когда страна действительно промахивается, хотела попасть почему-то военному, но попадает по гражданскому, например, Украина в Старобельске, или Россия в Кривом Роге, когда она попала в детскую площадку, начинается одно и то же. Она уходит в глухую несознанку, она никогда не признает, она говорит, нет, это была военная цель, тыры-пыры, 10 дыр, в отличие, например, даже от американцев, которые попали в детскую школу в Иране, в женскую школу в Иране, подумали, сказали, да, было такое дело, мы очень сожалеем. Ни одна из этих сторон в данном случае не признается. Третье. Мне кажется, что то, что стало происходить в украинской пропаганде с Старобельском, это действительно превышает очень многие образцы даже худшей российской пропаганды, потому что мы в течение нескольких дней услышали самые противоположные версии. Сначала мы услышали, что это был штаб Рубикона. Ну, действительно, туда, видимо, целились, потому что думали, что там штаб Рубикона. А потом стали говорить, что нету там никаких детей, это фальшивые фотографии, что вы соврали. Это тоже был заметен момент. И сейчас остановились на третьем варианте, что это были подростки, которых учили дронами. Каким-то образом это перешло со штаба Рубикона. Ребята, вы же вначале говорили, что это штаб Рубикона. Что же вам тогда мешало сказать? Вот просто люди делают вид, что они не помнят, что они говорили 4 дня назад. Они доказывали с пеной на ртах, что это был штаб Рубикона, а теперь через 4 дня они с истерикой, со словами «если ты не веришь, ты, значит, русня, кровавый имперец», доказывают, что да, это были подростки, да, они существовали, а они еще 2 дня назад доказывали, что они не существовали, но типа вот они вырастут и примутся убивать украинцев, и поэтому все это заслужено. Это классическая история с пропагандой, когда предполагается поверить сразу в несколько одновременно противоположных событий одновременно, но это не самое страшное, потому что я напоминаю, что российская пропаганда этим тоже занималась в случае Бука, когда у нас то это был украинский штурмовик, то это был украинский Бук, то тела были не свежие и так далее, и так далее. Но, что самое главное, вы абсолютно правильно сказали, простите, но эти же люди с точки зрения Украины граждане Украины. И получается, что это какие-то квантовые граждане Украины. Когда тех же самых подростков, например, из района боевых действий увозят в глубину России, то Украина заявляется, что это геноцид, потому что культурный геноцид, потому что вот этих людей учат насильственно русскому языку, как будто они раньше по-украински говорили. А когда Россия говорит, ну, слушайте, ну, отстаньте от этих людей, вы же хотели их этнически зачистить.
то и говорят, не-не-не-не-не, они, значит, сейчас находятся на оккупированных территориях, их надо освободить, мы их хотим спасти от вашего кровавого ига. Но как только на них прилетает ФАБ, вернее, как только на них прилетает, простите, дрон, то вдруг оказывается, что это все было заслужено, и правильно их убили, потому что это будущие дронщики. Но вы определитесь, вот эти квантовые украинцы, вы зачем их хотите, зачем вы хотите получить эти территории обратно? Судя по реакции украинской пропаганды, вы хотите получить эти территории обратно, чтобы всех этих людей посадить в тюрьму за то, что они считают себя русскими. Ну так вот же что самое. Вот это абсолютно неотменяемая вещь, и вот про нее вы сказали абсолютно точно. Тут очень другой момент, понимаете? Вот если... А что такое... Вот первое, важно. А зачем? Ну вот зачем себя так ведет Украина по отношению к украинским гражданам? Ну, то есть, если это... Представим, да, это украинцы убили украинцев в этой войне. Ну, вот окей. То есть, украинцы... Ну, скажем так вот отнеслись к этой смерти, да, вот так вот показали, да, эту смерть. Сказали, что мы, наоборот, большие молодцы. Зачем тогда война, понимаете? И что это тогда за война? Потому что на месте, если Старобельск это Украина, ну, тогда на этом же месте может быть вообще любой город, вообще с другой стороны Днепра. Вот Одесса, там, не знаю, вообще может быть Винница. Ну, такая, ну, так случилось, понимаете? Зачем тогда воевать? Вот же непонятен вопрос. То есть, если вы не можете решить это противоречие, то тогда за что идет война? Нет, но сейчас война идет за то, сейчас война идет на двух разных уровнях. Чисто тактически война идет за то, чтобы Зеленский, пока идет война, оставался президентом. Вот и все. Кроме этого, То война есть идет за то, что эти дети в Старобельске погибли по причине того, что Зеленский хочет оставаться у власти. это одна из главных причин со стороны Зеленского продолжения войны. Ну, если бы это был только Зеленский, то, понятное дело, его бы быстро образумили. Есть причина продолжения войны со стороны Европы, которая заключается в том, что а, пока Россия и Украина стирают друг друга, можно расслабиться и ничего не бояться. А есть третья причина продолжения войны со стороны России, потому что когда Россия увидела, что ее исторические земли уходят от нее, и Украина превращается в проект антироссия, то Россия попыталась этому противодействовать различными способами, в том числе, как мы видим, не самыми эффективными. Это была в значительной степени... То есть это была очень тяжелая ситуация, не скажу, что безвыходная, но в конце концов мастерство политика и заключается в том, чтобы находить умение из безвыходных ситуаций, потому что из выходных ситуаций любой дурак найдет возможность выхода. Но в ситуации, когда Россия понимает, когда вот та Русь, о которой говорил Буданов, вот та абстрактная историческая общность, так же, как вот есть абстрактная историческая общность под названием Германия или под названием Эллада, вдруг понимает, что от нее из ее тела вырывают живой кусок, без которого она не выживет, и присоединяют его вот к совершенно другой исторической общности, и этот живой кусок используют как инструмент против нее, то, естественно, возникает желание или отобрать себе весь этот кусок обратно, или если ты не можешь, как сейчас не может Россия отобрать этот кусок обратно, то, по крайней мере, сделать так, чтобы этот инструмент пришел в негодность. А что такое Русь Буданова? А вот это у меня вопрос к Буданову, потому что я из слов Буданова с удивлением узнала, что, значит, какие-то нехорошие люди, ну, я так поняла, вот у Украины отбирают ее прошлое, ее историю, потому что, ну, эта история там, неразрывно связана с Русью. Украина и является Русью. Но и у меня, как бы, поскольку я полностью, значит, согласна с этой частью тезиса, я же думаю, кто же это нехорошая история, которые отбирают у Руси ее историю, которые на
на территории Руси разбивают памятники великому русскому писателю Булгакову, родившемуся в Киеве, который на территории Руси называют национал-предателями великих русских полководцев, типа Паскевича и так далее. Кто же эти нехорошие люди? Может быть, действительно, Буданов, как представитель спецслужб, займется розыском этих нехороших людей, которые наносят такой страшный ущерб, обратите внимание, отнюдь не России, да, в данной ситуации, не России как государству, а которые наносят страшные, которые производят культурную революцию, уничтожают истории вот этого куска России и заменяют ее какой-то очень странной историей, в котором главным героем является мельник, перед которым президент Зеленский, еврей по происхождению, преклоняет колено и говорит, что вот мы построили ту Украину, о которой мечтал мельник, с чем нельзя не согласиться. Я думаю, что президент Зеленский действительно построил ту Украину, о которой мечтал мельник. Но просто если прочитать, о какой Украине мечтал мельник, и который, видимо, построил, то я напоминаю, что та Украина, о которой мечтал мельник, включала в себя, значит, полные этнические чистки всех остальных там расово неполноценных товарищей, включая евреев, которых мельник и его команда, вернее, там, которые подчиненные мельника поучаствовали. Включая и не таких украинцев, не разделяющих взгляды, там четко в этих трактатах у мельниковцев есть эта тема, что если ты, ну, это вот туда мостик к Старобельску, да, то есть ты не такой украинец, ну все. То есть там понятно, что все другие страдали, да, там евреи, цыгане, вот эта вся история. Но и украинцы москали, тоже. поляки, да, они все вообще заведомо не такие, но те украинцы, которые неправильные украинцы, они страдали тоже. Это всегда вот такие секты, они всегда устроены так, что они ненавидят не только тех, кто вокруг, но и тех, кто не является непосредственно членами секты. Но вот еще раз повторяю, человек, который родственник, я не знаю, сколько родственников Зеленского погибло во Второй мировой, но человек-родственники, хотя бы дальние, которые погибли в Бабьем Яру, в Белой Церкви и так далее, преклоняет колени перед человеком, которому всему это активно способствовал, и который просто был идеологом и организатором в том числе и этого. И говорит, что мы построили ту Украину, которую он хотел. Но вот мне очень интересно, кстати говоря, российская эта оппозиция, которая нас все время рассказывает, что надо помогать Украине. И обязательно помогать. И вот это, больше ничего нету. Вот они, как сейчас, тут тоже пойдут рассказывать про идеалы Мельника или как? Нет, тут важно, тут надо острее. Они тоже преклонят колено перед Мельником? Нет, я думаю, что они будут рассказывать, это путинская пропаганда, рассказывать, что в Украине есть нацизм. А никакого нацизма в Украине нет. Ну, там сейчас реакция, и, понятно, израильская. Сегодня прилетела реакция из Польши. Лех Валенса осудил вот это официальное перезахоронение Мельника. А Навроцкий вышел и сказал, что, ребята, то есть заберем Белого Орла у Зеленского. Высшая польская государственная награда, которую Зеленский получил, на гребне тогда вот этой всей своей потужности, когда целовали руки в Конгрессе, когда включали в каждое собрание маломальское, там, Оскары, фестивали, Канны, везде, где он там ко всем обращался, был героем мира, мировым героем, да, Зеленский. Им туда вручили в Польше Белого Орла. Говорит, сейчас вот будет заседание, будем забирать у него Белого Орла. Знаете почему? Потому что он какую-то из бригад назвал имени героев УПА. Имени героев УПА. Вот только за это. Как официальная, скажем так, официальный повод забрать у него эту награду. Смотрите, поляки недовольны. Сейчас, извините, я добавлю, там Невротского, небось, миротворец внесут, потому что последнее, что я увидела, это что главу Яд Вашема, и даже главу Яд Вашема, то есть, собственно, организация, которая занимается исторической памятью Холокоста, внесли в миротворец как, значит, распространяющего российские нарративы, способствующего российской агрессии. Ребята, у вас все в порядке. Это вот такое бесконечное чувство entitlement. Если я жертва, то мы все должны, все позволено. Это вот просто полное поведение такого украинского БЛМ, что
мы будем делать все, что угодно, нам все равно европейцы на все закроют глаза, нам все равно европейцы, ну, если не дадут денег, то скажут, какие мы молодцы, все равно европейцы закроют глаза на Мендичгейт, и та самая европейская бюрократия, и та самая европейская вот эта вот политическая сволота, вот это новое издание коммунистов, все эти USAID-овцы из Росята, которые бегают по буфету с криком «А тут Илон Маск зиганул», они в упор не заметят перезахоронения Мельника, которое, еще раз, ну, действительно выбивается за все рамки. Я не могу себе представить, ну, тут, с чем бы это сравнить. Вот у меня тут Белковский попытался это сравнить с очень неудачным, на мой взгляд, пересохранением Ивана Ильина в России. Но, простите, ради бога, Иван Ильин не был организатором ничего. Более того, его в 1938 году, у него действительно были очень сильные симпатии к нацизму, к фашизму, именно к фашизму. А более того, он даже как бы иногда позволял себе антисемитские нотки, и даже очень сильные. Но в 1938 году его просто выгнали из Германии ровно за то, что он отказывался официально проповедовать антисемитизм. Это все-таки совсем не тот человек, организация которого поучаствовали в Холокосте 1,5 миллиона евреев на территории Украины. М, Как вы думаете, И, опять же, Ролынская резня. да, как вы думаете, Украина, вот сейчас же есть такое модное расхожее выражение, ну там, не важно там выиграть войну, надо выиграть мир. А какой мир выигрывает для своей страны Зеленский? Ну, это же опять же эти все... А как это перевести тут на русский язык? Ну, или на украинский, или на любой другой. Что значит не выиграть войну, выиграть мир? Это в переводе означает давайте сражаться до морковки на заговине, а пока это будет, я буду сидеть на внешнем общаке и буду президентом. Нет, есть определенные вот уже такие важные вещи. Ну, вот когда там девочка закрывает уши, закрывает глаза, наушники там в момент спортсменка, она на втором месте гимнастка, а россиянка на первом, когда звучит гимн. Понимаете? Есть вот эти все, они продолжаются, вот эти срачи по поводу языка, по поводу культуры, песен и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть тут же это реально другой мир украинский, который уже переделали, уже, получается, перепрошили. Это реально другой мир, и это самое страшное. И заметим, что это началось до войны, это был причиной войны, а не следствием войны. Другое дело, что война это необычайно катализировала и позволила это делать открыто со словами «а вот это потому, что на нас напали». И тут две вещи надо сказать. Что вот, условно говоря, когда девочка затыкает уши и отворачивается от российского гимна, это, еще раз повторяю, там чистый пример информационного копиума. Это сделано для того, чтобы мы обсуждали это, а не Мендичгейт, то есть несущественные вещи. Вот мы все время будем отвлекаться на этот второй информационный фронт, потому что ну, это так ездит по ушам, и это какое-то новое событие. А системно это ровно для того и сделано, чтобы эта война не могла закончиться, потому что, еще раз повторяю, ну там никакую Германию никогда не будет смущать, если рядом есть Швейцария, в которой часть населения говорит по-французски, а часть по-немецки. Но, допустим, если бы даже сейчас в нынешнем мирном состоянии Швейцария принялась всячески искоренять немецкий из немецкоговорящих кантонов со словами, что это язык захватчиков, это язык колонизаторов, и поэтому, пожалуйста, переходите на ретро-романский, то я думаю, что даже в нынешнем травоядном состоянии у Германии, даже у нынешнего травоядной Германии были бы большие претензии. А у Германии более жесткой и более подобранной, понятно, претензии были бы огромные. Собственно, такие, которые и были у Германии к Чехословакии в 1938 и прочем году. И, соответственно, когда вот изобретается этот страшный нарратив, который противоречит, во-первых, действительно всей истории этой территории, которая всегда действительно была Русью. Как совершенно справедливо говорит господин Буданов. И вдруг
эта территория превращается в антирусь. Кто, собственно, украл-то Русь у Украины? Более того, обратите внимание, же ведь само странное слово «Украина», От слова когда оно «украсть», да. возникло, нет, оно было польским названием польских окраинных земель. А в том-то и дело, это была тоже перепрошивка в значительной степени национальной идентичности. Это не Русь, это какие-то наши западные, это какие-то окраины Запада, нас, поляков, которые надо подчинить и которые ведут себя неправильно. И вот мы не случайно говорили о Мельнике, потому что, как это не цинично звучит, но вот этот вот крайний националистический проект, он существовал же всегда исключительно в маргинальном виде, и его большим проектом сделал, как ни странно, именно Гитлер. Потому что Гитлер очень любил национал-деколонизаторов, Гитлер очень любил то, что можно назвать мягкой силой, когда кто-то на твоих глазах уничтожает евреев, а ты даже можешь сказать, что это вообще это желание этого народа, а я тут ни при чем. И выполняет самую грязную работу, которую отказывается выполнять СС. И, собственно, это касалось не только украинских националистов. И та организация, которая была абсолютно маргинальной, даже в Западной Украине по отношению в основном к полякам, она именно с приходом Гитлера стала надулась и стала такой могущественной. И вдруг мы видим, что современные европейские чиновники используют ровно эту самую идеологию, используют ее ровно так, как ее использовал Гитлер. И я понимаю, конечно, что это звучит, это как какое-то гротескное преувеличение, поэтому, естественно, я заостряю свою мысль. Но исторический паттерн я вижу именно такой. И эта идеология при этом, естественно, является, во-первых, инструментом противостояния России, той части Руси, которая осталась как Русь, а во-вторых, она, конечно, просто полностью стирает национальную идентичность и реальную историю самой этой территории. Я специально не произношу слово «Украина», не потому что у меня какая-то аллергия на это слово, а потому что я ровно обращаю ваше внимание, что исторически Украина, это западная, это восточная, это какие-то восточные непонятные земли Польши. И на самом деле то, что хотят сторонники этого проекта, это действительно превратить Украину в восточную окраину Запада, в крепость, которая нужна только для того, чтобы ей пожертвовать во время войны с Россией. Более того, я добавлю еще одну очень интересную мысль, что Европа в этой ситуации является не только, точно так же, как Украина относительно России является инструментом стирания России, то я обращаю ваше внимание, что в этой такой гигантской комбинации и Россия является инструментом, как ни парадоксально, стирания Европы. Потому что именно тот курс, который, начиная с 1997 года, взяло американское правительство, именно та геополитическая стратегия, которая заключалась в том, что Европу всю восточную, в том числе бывшие территории России, мы объединяем под нашим зонтиком в НАТО и в меньшей степени в Евросоюзе, а Россию мы из этого уравнения вычитаем, он обрекал эту территорию, Евразию, он обрекал рано или поздно на вооруженный конфликт. И в рамках этого вооруженного конфликта, обратите внимание, не только Россия и Украина ослабляют друг друга, но просто на наших глазах ослабляют друг друга Европа и Россия. Разведка сегодня сообщила, что вот этот удар, новая серия по Киеву будет ко дню Киева. В общем, все сообщили, что приурочено. Если то, что мы слышим, является не просто, скажем, информационными какими-то играми, военными играми, а действительно предположить, что Киев будут выносить, производство, удары по Киеву будут наноситься регулярно, то как вы думаете, каким образом это повлияет на дальнейший ход войны? Сможет ли это уломать Зеленского на какие-то уступки? Он же давеча говорил о том, что с Банковой или без Банковой мы не сдадимся и будем продолжать дальше. Послы, видимо, тоже
укушенные или, как сказать, инициированные потужностью, вот это европейские, говорят, нет, мы никуда не уедем, бомбите сколько хотите. Но, опять-таки, насколько Россия серьезно, методично готовится работать по Киеву, и в чем тогда ее стратегия? Ну вот что это даст? Не, ну, смотрите, Россия не первый раз, не первый год выносит украинскую инфраструктуру. Понятное дело, что она будет продолжать. Как я уже сказала, с моей точки зрения, это долгосрочная стратегия. В той ситуации, когда на поле боя stalemate, когда на поле боя мертвая ничья, то стратегия России, с моей точки зрения, совершенно правильная. А мир невозможен, поскольку да, на мир без Донбасса Россия не согласна, а Европа будет давать какое-то количество денег ровно-ровно достаточное, чтобы две стороны перемалывали друг друга. И в сложившихся технических условиях это вполне возможно, это может быть надолго, то, соответственно, стратегия России, еще раз повторяю, очень правильная с моей точки зрения. Хорошо, Россия больше не рассчитывает, по крайней мере, в течение ближайших месяцев на серьезные успехи на фронте. Она ведет неспешные боевые действия. Она ни в коем случае не ведет мобилизации, потому что это приведет к необратимым изменениям внутри самой России и к истощению России, а ее стратегия – постепенное истощение Украины. Удары по Киеву будут постепенно приводить к тому, что из Киева будет уезжать народ, они будут приводить к некоторому давлению на европейские правительства, они будут приводить к усилению правых настроений в Европе, а победа любых правых в Европе означает серьезное сокращение финансирования Украины, а без внешнего финансирования Украина не выживает. И, кроме того, они будут очень ярко обнажать циничность Европы, которая использует Украину абсолютно как промокашку. И получается, что да, удар-то наносит Россия, но Европа, которая теоретически может или остановить эту войну, или защитить Украину, не делает ни того, ни другого. Соответственно, так продолжается очень долго, возможно, даже несколько лет, пока не наступает какой-то существенный перелом, в основном политический, который там просто предоставляет новые возможности. А Главное в почему? такой ситуации просто спокойно держаться. И самое главное, вот это все, мне очень нравится сейчас особенно российские оппозиционные комментаторы говорят, ой, Путин ничего не может сделать без мобилизации. Им прям так хочется, чтобы он мобилизацию провел. Так в том-то и дело. Не проведет Путин мобилизацию. Можно я один только пример приведу, который меня потряс? Моя любимая Пелопоннесская война. Спарта выиграла Пелопоннесскую войну. А в Спарте было к началу Пелопоннесской войны 27 лет, все опустошили, разрушили Афины. 27 лет Спарта выиграла. В Спарте было 8 тысяч полноправных воинов накануне войны. Через несколько десятков лет, соответственно, осталось 700. Так вот, чтобы, вот говорят, первая победа, вот можно сказать, спартанская победа, Пелопоннесская победа. Вот не надо, чтобы в России осталось 700. Вот это главная стратегическая цель Путина. А почему американцы ушли? Или они не совсем ушли, но обещали вернуться? А американцы ушли, потому что они завели машинку, которая работает просто так, что пальчики оближешь с точки зрения американской стратегии. Вне зависимости от того, там, как Зеленский персонально достает Трампа или нет. Машинка заключается в том, что, как я уже сказала, все стороны, включая Европу и Россию, мало кто это замечает, что Европа в данном случае тоже находится в страдающем положении, взаимно ослабляют друг друга, вцепились друг другу в головы, в глотки, и все, что остается Америке, это говорит, ну вот теперь вот у европейцев нету газа российского, можете покупать втридорого наш, что опять же ведет к дальнейшему ослаблению европейской промышленности, к ослаблению конкуренции. И это обычная история, которая случается с тяжелой системой буферных государств. Если вы их бросаете на произвол судьбы, вот они начинают разрушаться и ухудшаться. То есть, собственно, зачем тут Трампу кому-то помогать,
ну, особенно Зеленскому, который все время называет его желтым земляным червяком и работает совершенно сознательно только на одно, чтобы дождаться следующих выборов, сначала Конгресса, а потом президента, и на них уделать Трампа. И зачем же Трампу помогать Зеленскому, если машинка, которая ослабляет всех участников этой истории, включая Европу, Россию, Украину, прекрасно работает? Да, Давайте займемся Китаем. да, друзья, переходим к вашим вопросам, но перед этим подведем итоги. Кто первый упадет? 2% Лукашенко, 5% Путин, 36% Трамп и 57% думают, что все-таки упадет Зеленский. Прокомментируйте результаты, Юлия. И у меня же главный вопрос. Как? Как упадет Зеленский? Так я же ровно это и сказала, что два наиболее вероятных кандидата на вылет – это Трамп и Зеленский. Трамп, потому что он автоматически не будет президентом через энное количество лет. Правда, если Венс придет ему на смену, то можно предположить, что продолжится тот же курс. А Зеленский просто потому, что, собственно, вся стратегия России – это, кстати, не очень хорошая стратегия. Потому что когда ваша стратегия должна обеспечивать вашу победу, а не... Стратегия должна исходить из понимания вашей силы, а не из надежды на то, что противник сделает ошибки. Это, в принципе, второй тип стратегии – это плохой. Но, тем не менее, российская стратегия в существующих обстоятельствах ровно в том и заключается, что рано или поздно горшок, который повадился ходить по воду, разобьется. Мгм. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете. Это действительно очень и очень здорово, то, что мы, в общем-то, имеем возможность с вами пообщаться. Поехали. Режим Блиц, ну а там как получится. Желательно, конечно, чтобы большее число вопросов прозвучали. Да. Сообщество YouTube, начинаем отсюда. Николай пишет, вот все эксперты повторяют, Зеленский сказал, Зеленский сделал, а правильнее будет, наверное, сказать, Зеленским сказали и Зеленским сделали. Нет, конечно. В том-то и суть вот концепции мягкой силы, когда у тебя есть абсолютно свободный актор, который, тем не менее, делает вещи, которые тебе очень выгодны, но ты при этом не несешь за него ответственности. Но вот это действительно европейцы наверняка очень часто негодуют на Зеленского, особенно когда он начинает требовать что-то лишнее. Ну, например, там, требовать, чтобы Украину немедленно приняли в Евросоюз, он мог на этом основании провести выборы и переузакониться. Но именно это, простите, настойчивость Зеленского, если не подобрать другое слово, воспользуемся словом хуцпа. Да, вот именно это хуцпа Зеленского позволяет, как бы сказать, использовать Украину очень дешево. Так, вопрос для гостей. Первое. Есть ли где-то в мире истинная демократия? Если нет, то для чего тогда ее изобрели? И второе. Как искусственный интеллект, технологии заменят журналистику в ближайшие годы? Ну, насчет искусственного интеллекта это зависит от того, это будет продолжаться искусственным интеллектом, то есть инструментом в руках человечества, или станет искусственным сознанием и самосознанием. Если это станет искусственным сознанием, то заменят не только журналистику, но и все остальное человечество. Можно будет сливать свет и тушить воду. И можно будет сказать, что человечество выполнило свое историческое предназначение, оно послужило биологическим основанием для новой формы цивилизации. Вот пришла новая цивилизация, сменила цивилизацию человеческую. Ну, даже если мы где-нибудь в резервации останемся жить, ну, может быть, нам позволят цветочки нюхать. Потому что, ну, если кто-нибудь сейчас уже то есть те из наших слушателей, которые уже сейчас, я надеюсь, употребляют там и игрок, и всех остальных, они просто видят, что тот объем знаний, который тебе на кончиках пальцев буквально подают, ну, это просто производит совершенно фантастическое впечатление, но одновременно, если они общаются с этого рода инструментами, то они видят, что думать-то они действительно до сих пор не могут. И вот в тот момент, когда у них появится автосознание, если самосознание, если появится, то все. Значит, какой там был первый это вопрос? Ну, смотрите, первый вопрос был в мире про истинную демократию. Если ее Про нет, истинную то зачем демократию. ее вообще, ну, вот сейчас возвели и вот это вот
носится с ней? Слушайте, а, истинная демократия была в Афинах. Истинная демократия, знаете, я просто не могу не удержаться, да, истинная демократия в Афинах во время той самой Пелопоннесской войны показала две вещи, что, во-первых, демократия очень плохо пригодна для ведения войны, потому что, например, один из ключевых моментов гибели Афин во время Пелопоннесской войны, один из переломных моментов заключался в том, что сначала Афины под влиянием ну, абсолютно демагогических призывов Алкивиада решили организовать совершенно самоубийственную экспедицию за 1000 километров в Сицилию и грохнули туда невероятное количество денег. А экспедицию возглавил Алкивиад, и как только он отплыл, афиняне отозвали его обратно, потому что накануне отплытия экспедиции кто-то, на минуточку, статуи Гермеса повредил в городе, и политические противники Алкивиада, когда он отплыл, сказали, что это сделал Алкивиад, и афиняне поняли, что... И афиняне, афинская толпа, афинский охлос, решили отозвать Алкивиада. Алкивиад понял, что его сейчас просто-напросто приговорят к смерти. Сбежал к спартанцам, то есть просто абсолютно изменил родине, выдал все оперативные планы командования, в связи с чем афинская экспедиция в Сицилии была разбита, после чего персы, которые до этого сидели на берегу и ждали, пока мимо них проплывет труп Эллады, сказали: слушайте, как интересно, мы тут не могли ни в марафоне, ни в платеях нигде победить Афины и Спарты, когда они были вместе. А сейчас эти двое вцепились друг другу в лодку, давайте немножечко подкинем немножко денежек Спарте, и они для нас просто уничтожат всю Грецию. Что, собственно, и произошло. Да? Вот кто победил в Пелопоннесской войне? Ответ: те персы, которые проиграли во всех предыдущих войнах, когда они пытались использовать солдат, а не просто осла, груженного золотом. Так вот, это я к чему? Вот когда у вас демократия состоит в том, что вы сначала организуете безумную, действительно безумную экспедицию, учитывая логистику и все остальное, просто потому что у вас есть честолюбивый демагог, который хотел бы от нее получить политические выгоды, потом вы решаете в последний момент этого демагога отозвать, и он убегает у вас к вашим противникам. А потом вы еще ставите во главе этой экспедиции человека, который является противником этой экспедиции и делает все, чтобы ваша армия потерпела поражение, то вот неудивительно, что Афины потерпели поражение в этой войне. Мгм. А вторая, просто маленькое напоминание про демократию тоже, заключается в том, что вы знаете, какой был афинский способ правления вот в Афинской Симахии, в Афинском Союзе? Какой? Он был очень интересным. Это же не было, Афинская Симахия не было настоящее государство, потому что Афины оставались демократией внутри себя, ну, как современная Европа, современная Америка остается демократией внутри себя. Вот все остальные города, они фактически были эксплуатируемы Афинами, и, конечно, это была империя, в которой Афины навязывали людям свою волю. Но Афины не просто навязывали людям, городам свою волю, они делали очень хитро, потому что если просто навязывать городам свою волю, их завоевывать, то как бы то будет большое сопротивление. А Афины везде поддерживали демократическую партию против аристократов. И, соответственно, демократия, что такое была демократия в Древней Греции? Это была победа демократов, потому что как только к власти в этих городах приходили демократы, то они понимали, что им отгрызут головы, если они не будут на стороне Афин. И перестают, И да, вот, быть да, и вы демократами. понимаете, вот Афины с А, помощью тогдашнего USA, да, прекрасно со всем этим справлялись. И последняя маленькая вишенка на торте. Что тогда демократия состояла прежде всего в том, что вы отбираете земли у аристократов и делите их между своими сторонниками. Вот это и была демократия. И как Юлия, только вы это делаете, вы становитесь абсолютно заложниками Афин и становитесь на самом деле их марионетками. При этом Афины не отвечают за то, что вы устроили в своем городе. Ну, если вы как Зеленский, да, гуляете от рубля и выше. понятно, Но да. вы вынуждены Смотрите, лизать им пятки. Юлия, расскажите, пожалуйста, о курсах в 2008 году в Еле, которые вы проходили, и как это повлияло на ваше дальнейшее знакомство с оппозиционерами и вашу позицию после. Спасибо, Александр, всем добра. Вот такой вопрос. Ответ: я никогда не училась в Еле, ни в 2008, ни в любом каком, и никогда там даже, по-моему, не была.
Мгм. Так что Александру Неправильная, виднее. неправильная информация. Да, я тоже, кстати, в Еле никогда не был, никогда там не учился. Но Здравствуйте. если бы я училась, честно говоря, я в этом ничего плохого не вижу. Хотя я могу, кстати, рассказать другую историю о том, как я однажды собиралась, подумала, что все-таки действительно интересно, надо было бы съездить в Америку и податься на стипендию в Гарварде. И я даже прошла первый тур собеседования. Я прошла с очень интересной идеей, потому что, может быть, я ее когда-нибудь до конца допишу. Это была, я хотела написать книжку, и до сих пор хочу, о агентах Сталина, агентах НКВД, которые одновременно были высокопоставленными чиновниками американского правительства, потому что я напоминаю, что в 30-х годах СССР имел такой презенс внутри американской власти, который он не имел никогда. Например, глава латиноамериканского деска в Госдепартамента Лоренс Даган был российским агентом, соответственно, Гарри Декстер Уайт, правая рука министра финансов Моргентау, был российским агентом, советским агентом, причем он был советским агентом по убеждению. Это был человек, который, например, в свободное время написал план переустройства финансовой системы Советского Союза и отослал его своим кураторам. И тогда были совершенно удивительные люди. Это не были люди, которым платили деньги, ровно наоборот. Есть очень хорошо известная история о том, как один из крупнейших наследников американской крупной империи, печатной, будучи коммунистом, в Европе встретился со своим куратором и сказал, вот у меня тут папа прислал 10 тысяч долларов, это были другие 10 тысяч долларов, это были современные миллионы. Мне тут папа прислал 10 тысяч долларов, а мне они не нужны. Я бы хотел, вот не примет ли их от меня в подарок советское правительство, ему, может быть, понадобится. Мы знаем эту историю, потому что куратор не взял эти деньги себе, а написал, соответственно, в НКВД, а ребята, тут только есть, поступило предложение, берем или не берем. Ему сказали, конечно, берем, дурак, что ли. Это была очень интересная, просто мало кто об этом знает, американцы об этом предпочитают не вспоминать, а леваки тем более. Так, Что все, что говорил сенатор Маккарти, существовало на самом деле, только сенатор Маккарти сильно преуменьшал размер проблемы. так, значит, Да, понятно. вот я, Вопросы, значит, Юлия, вопросы зрителей. не-не-не, нет, значит, одну секунду, я расскажу эту историю, это же прекрасная история. Значит, я, конечно, не думала, что мне такую тему в каком-нибудь Гарварде утвердят, но я, к моему удивлению, прошла собеседование, и там вот было тоже какое-то, ну, по зуму, но собеседование, сидит две каких-то тетки, и первое, что они меня спрашивают на собеседовании, расскажите, как Трамп, как это самое, как Путин вмешивался в выборы Трампа, и как Путин избрал Трампа. Я на них посмотрела и говорю, вы что, белины объелись? Какие-то какой Путин избрал Трампа? Это был 16-й год. Там, ну да, Россия там заплатила за 3,5 объявления в Фейсбуке. У вас, ну как бы вы о чем? А, э, я никогда не видела, чтобы выражение людей, лица, такая благожелательная, менялось так быстро. Ну да. Так, дальше. Они Вопрос. поняли, что я не перспективный кадр. Неперспективный кадр, вербовать не надо. Так, здравствуйте, Юлия, Александр, пользователь пишет. Пытаюсь разобраться для себя, что произошло в Буче. Просматривая материалы произошедшего там, на видео часто попадаются тела с белыми повязками, повязаны на руках, ногах. Как я понял, белая повязка – познавательный знак российской армии и сторонников. Так зачем уничтожать своих сторонников, или белые повязки обозначали что другое? И как это соотносится с кадрами боцмана, соратника знакомого вам Тесака, действующего в то время в тех же краях, у которого его подчиненный спрашивает: вот пацаны без синих повязок, по ним можно стрелять? На что получил говорить: а то, конечно, можно, помогите вообще разобраться с этим феноменом белых повязок. И как вы их понимаете? Насколько я понимаю, белые повязки носили украинские добровольцы. Я в качестве расследований рекомендую единственное расследование, которое было. Это было расследование «Нью-Йорк Таймс», которое появилось спустя несколько месяцев. Буквально в первых я стала его читать, и буквально первое, что вот в нескольких абзацах первых я прочла вещь, которая меня потрясла. Они сказали, в Буче были долгие бои, российские войска несколько раз пытались зайти в город, российские танки.
Они были несколько раз из города выпнуты, в том числе украинскими добровольцами. Это были те самые добровольцы, которые после последней успешной попытки российских войск, российских танков зайти в город вот как раз по той самой улице, где нашлось большинство трупов, эти добровольцы переоделись в гражданское, были схвачены и расстреляны. После чего я просто, честно говоря, выпала в осадок и подумала, а почему же я в первый раз слышу, что оказывается, ну не оказывается, что российская армия очень долго пыталась зайти в Бучу. Это были тяжелейшие бои, в результате которых, естественно, обе стороны не жалели гражданских. Почему же мне забыли сказать, что когда российские войска находились в Буче, то, естественно, украинская артиллерия била по этим войскам, поэтому, когда мне украинские источники рассказывают, что пришли страшные российские солдаты и согнали нас в подвал, то это означало, что страшные российские солдаты, вот эту конкретную группу людей, которых они загнали в подвал, хотели сохранить ей жизнь. Потому что сверху они согнали их в подвал не потому, что они хотели их там зарезать, а потому что сверху била украинская артиллерия. Они как бы и, соответственно, почему же мне не сказали, что действительно часть комбатантов переодевалась в гражданское и, соответственно, вызывала страшный гнев российской стороны, которая в каждом гражданском начинала видеть человека, который либо соглядатый, либо шпион. Почему же мне забыли сказать, что, к сожалению, главное поведение любого военного в любой ситуации, там, неважно, это Буча или Курская область, заключается в том, что если ты видишь цель, и эта цель не твой собственный боец, ты в него сначала стреляешь, а потом разбираешься, это был боец, не боец, гражданский, не гражданский, лазутчик вообще. Потому что если ты на секунду задумаешься, вот это то, что мне говорили солдаты, ну, люди, которые действительно сражаются, они говорили, пойми, Юль, если ты в такой ситуации на секунду задумываешься, то ты просто не выживешь в какой-то момент в каком-то из следующих боев. Да? Соответственно, плюс, понятное дело, что какая-то часть людей озверела, какая часть людей напилась. Мы знаем, что были расстреляны, ну, например, известный случай, когда там был расстрелян как раз какой-то человек, вполне симпатизировавший российской стороне, и они там сидели за каким-то столом, пили вместе, и его пристрелили. То есть вот все это совместно я бы назвала вот это вот пять, пять факторов. Встречные бои, добровольцы, которые переодеваются в гражданское, взаимные артиллерийские обстрелы, что с одной, что с другой стороны, которые иногда тоже попадают по гражданским, подозрения, причем подозрения, обращаем внимание, укрепляемое украинской пропагандой, что типа каждый, которого ты встречаешь на улице, Ну да, даже если это женщина, которая едет на велосипеде, наверное, она вот тут шпион и излучают кого-то наводит. опасность, да. Да, Значит, излучает опасность, и просто озверевшее какое-то количество людей, всегда какое-то количество людей озвереет. так, Анна задает вопрос. Уважаемая Юлия, хотел спросить про ФБК. Вы не думаете, что Навального, по-моему, стали обожествлять, ведь рыба гниет с головы? Со своими соратниками, о которых все больше и больше чудовищных подробностей открывается, он работал бок о бок годами. Сам их в свой фонд набирал. Волков уже работал с вороватыми банкирами еще в 2019 году, когда же он же после скандала с письмом должен был уйти с поста директора, но в итоге оказалось это ложью, ведь все это было при жизни Навального. Абсолютно наглое и мерзкое поведение Жданова, которое тоже не вчера началось. Ну и, конечно, их совместный чат, я даже слов не подберу, такое могут только не люди писать. Получается, наш менталитет никуда не деть. Бояре плохие, а царь хороший. Смотрите, с ФБК произошло один в один то, что происходит с любой организацией, которая появляется вокруг харизматичного лидера буквально через несколько итераций. Классический другой пример – это францисканский орден. Я знаю, что вы сейчас меня за историческую аналогию захотите палкой ударить, но 30 секунд, что называется. Франциск Ассизский проповедовал птичкам. Буквально через 10 лет после его смерти францисканский орден из ордена босоногих монахов превратился в жестокую, иерархическую, мерзкую, чрезвычайно коррумпированную, очень богатую организацию, которая, как паук,
сосала деньги изо всех. Это вообще очень характерный признак, если вы пытаетесь организацию основать на идее о том, что все должны служить общему благу, то ваша организация будет абсолютное говно. Организацию, государство и вообще любую структуру можно построить только на четких и ясных правилах, на выгоде и на честолюбии, и на плохих характеристиках человека. Вот тогда Мгм. этих плохих характеристики будут как арка, каждый камень пытается идти вниз, а все вздымается в высоту. Так, из клуба зрителя Дмитрий задает вопрос. Юлия Латынина знакома ли с админом и Даниилом Бессоновым? Знакома ли она с их творчеством? Вот такой вопрос. Ну, А я не знаю, кто это, поэтому извините. аналогично, поэтому думал, может, вы знаете, может, человек следит. Так, значит, вопрос. Юлия, вы, наверное, слышали, что готовится закон о том, что будут в России изымать собственность у уехавших иноагентов. Что будете делать? Вопрос без иронии, а исключительно... Ну, а, не знаю, посмотрим, пусть сначала примут закон. Закон, да, слышала, что такое есть, но там еще посмотрим. мгм. Так, значит, м, ну, тут обсуждают массовый шопинг в Минске в чате трансляции. Переносимся сюда, в чат трансляции. Юлия Леонидовна, исходя из ваших слов, проект «Национальная Украина» — это иностранный проект против России. Почему сами националисты это не понимают, а кладут головы за чужой интерес? Это безграмотность, пишет Влад. Это не совсем чужой проект. Вот я пытаюсь все время сказать, что вот именно такого рода луковичные проекты, почему я столько времени потратила на описание Афинской морской симмахии. Это же прекрасно. Вы внутри города устанавливаете власть демократов, и эти демократы, которые все украли у окружающих, добровольно служат вам, Афинам, потому что они демократы. Это же, согласитесь, очень прекрасный принцип. А в том-то и дело, что а, как маргинальный проект националисты, естественно, самостоятельный. Вопрос, вы кого амплифицируете? Вот абсолютно... Посмотрите, что происходит внутри рядах российской оппозиции. Российская оппозиция тоже разная, и более того, там, люди, уехавшие за рубеж, совсем разные, далеко не все из них, там, я не знаю, хотят России поражения, всех загнать в лагеря перевоспитания. Но дальше вот от Евросоюза, дальше в ПАСЕ хватает человек, которого зовут Руслан Кутаев, который рассказывает, что вот как важно делать кровную месть, и еще что-то там про геев, еще, ну, какую-то что-то вот эту средневековую дичь. А, и нам говорят, ну это же мнение, это же с ним надо Ну считаться, с да. ним надо вести диалог. А дело не в том, что Руслану Кутаеву европейские чиновники подсказывают нести эту дичь. Дело в том, что европейские чиновники искусственно амплифицируют абсолютно маргинального Руслана Кутаева и говорят, что, знаете, это представитель российской оппозиции. Не, ребят. Так. И то А, же самое, абсолютно то же самое делалось с украинскими активистами. да. Они настоящие, просто их искусственно амплифицировали. Вопрос. В российском сегменте сейчас крутится новость, что частным компаниям разрешили покупать вооружение ПВО. Это не похоже на истерическую раздачу оружия населению в Украине в 2022 году? Ну, слушайте, конечно, нет, простите, потому что я не помню, когда последний раз кого-то из С-300 и даже из Шилки там, сбивали и потом использовали в каких-то бандитских разборках. Я не уверена, будет ли это, но если это, кстати, будет, то это на самом деле хороший способ решения проблем, потому что я очень вообще, как вы знаете, люблю частную инициативу. Я, правда, хочу обратить внимание наших слушателей, что вот это тут нужен очень серьезный баланс, потому что каждый раз, когда частная инициатива становится вооруженной частной инициативой, в государстве начинается феодализм. Или начинаются серьезные перекосы, но в частности вот в современной Украине вооруженные правые силы, именно потому что они вооруженные, именно потому что их боятся, имеют непропорционально большое давление на общество и даже на государство. И, соответственно, Путин не любит упускать контроль, поэтому я не думаю, что он
сможет довести дело до того, что у него будут бегать прям такие вооруженные металлургические заводы и нефтяные компании, но как идея отдать ПВО на самообслуживание, мне кажется, это просто очень хорошая идея. Мгм. Вопрос. Вы считаете, что Зеленский строил дом для себя или на продажу? Неужели он связывает свою жизнь с Украиной? Ну так вот это в том-то и прекрасно, что оказывается на марте-апреле 22 года, когда я лично думала, что Зеленский руководствуется исключительно стратегическими интересами Украины, ну как же, это же демократически избранный президент, а оказывается, видимо, в соображения Зеленского, в том числе входили соображения, что ну, подпишешь мир – потеряешь не только будущий дом, а много чего еще. Мгм. Юлия, уточните, пожалуйста, то есть вы не были на курсах в Америке в конце 2000-х, которые позже потом проходил Навальный и его друзья, так или нет? Ответ не была. Первое, я не считаю ничего страшного в Не, том, а что что там за люди... курсы, которые там А одинаково я, имеется в виду? Что так человека... я э, чего его так парит? Нет, на Да, самом деле я понимаю, чего его так парит, потому что вот я же не случайно рассказала вот эту вот историю. да. А меня формально никто, ну, не вербовал, меня формально никто не там... Ну, вот просто вот это вот меняющееся у человека выражение лица. А я же прекрасно понимала, что я говорю. Я же аутист, но не до такой степени. То есть, нет, у меня Аспергер, да, но вот просто вот в тот момент, когда мне задают этот вопрос, а там он перед этим все был нормально, я понимаю, что либо я сейчас отвечаю, как им нужно, и я получаю этот грант, либо я им говорю, вы ежанулись, Мгм. и я больше там персона нон-грата. И я им говорю совершенно сознательно, вы ежанулись, потому что на таких условиях это мне не надо. Вот это я очень хорошо запомнила. И тут я просто уверена, почему я рассказала эту историю, потому что очень часто действует вот это вот негласное такое подменивание. Но мы ж тебе не просим сказать, что американские выборы выиграл Путин и что Трампа избрал Путин. Мы просто интересуемся. И если Да. ты правильно отвечаешь на все вопросы, ты проходишь квест. Значит, получается, что цель СВО уничтожить вооруженных украинских националистов, а не что-то сделать с Украиной, задает вопрос пользователь. Слушайте, цели СВО многократно менялись, и уже очевидно, что та цель, которая была в самом начале поставлена, а именно цель сделать так, чтобы Украина больше не была проектом антироссия, чтобы она вернулась под широкий российский колпак, она на настоящий исторический момент недостижима. Достижима другая цель – максимально ослабить этот инструмент и забрать у него значительную часть территорий, не дав тем самым превратить людей на этих территориях в, соответственно, последователей Мельника, и тем, возможно, подготовить почву для нового витка обратной экспансии. Ну, давайте таким вопросом завершим сегодня. Они периодически всплывают в наших с вами эфирах. Они такие перманентные, тем не менее, там тоже сегодня спрашивали, там, хотите ли вы в Россию. Ну вот давайте так, скучаете ли вы по Москве, спрашивает пользователь. Вот по Москве. Слушайте, я человек, который очень любит одиночество, и я вот только что закончила еще одну книжку, и именно поэтому мне никто не нужен сейчас, кроме моего компьютера. Я даже путешествовать не люблю. Да, по Ю- России я, естественно, скучаю. Это одно Юлия, из немногих вещей, по которым я действительно скучаю. Юлия Это правда. Латынина была моей собеседницей сегодня. По той простой причине, что именно эта война заставила меня понять, что я русская, и именно эта война заставила понять меня, человека, который считал себя всегда гражданином мира, и который всегда принадлежал той части российской интеллигенции, которая считала, что в Европе вся правда, заставила меня понять, что, во-первых, та левая тусовка, которая сейчас правит Европой, в принципе, Россию к себе не ждет.
А во-вторых, что цели и задачи этой левой тусовки, еще раз повторяю, не Европы, не среднего европейца, не там ученого, который работает на ЦЕРНе, не доктора, который в госпитале, а правящей европейской бюрократии, правящих европейских активистов, они глубоко они в принципе устроены, она в принципе устроена так, что разделение, которое произошло в 1997 году, когда был принят прежде всего американцами курс на то, что Россия никогда не станет частью Европы, а всегда будет ее ослаблять и ей угрожать, и взаимно, просто делает существующие тактические интересы, тактические, повторяю, непримиримыми. Юлия Латынина была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете, что понравилось, что не понравилось, с чем согласны, с чем не согласны. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.